Человек, известный в истории как Генрих Гиммлер, родился 7 октября 1900 года в городе Мюнхен в Баварии, на юге Германии. Его мать Анна Мария Гиммлер происходила из традиционной католической семьи. Отец Гиммлера, Йозеф Липхард Гиммлер, был школьным учителем на момент рождения Генриха и ранее получил степень в области фонологии и языков в Мюнхенском университете. Прежде чем вернуться в Мюнхен в качестве профессора и учителя, гордый и педантичный Гепхард очень гордился своими карьерными успехами. В результате и Генрих, и два его брата получили комфортное, но строгое воспитание среднего класса. Это резко контрастировало с предыдущими поколениями семьи Гиммлеров. Любые надежды, которые они могли иметь, чтобы избежать родительского внимания, вскоре рухнули, когда все трое были отправлены в гимназию Ландсхут к северо-востоку от Мюнхена, к их отцу, где он работал школьным учителем. Именно в это время молодой Гиммлер начал проявлять интерес к германскому наследию и истории в целом. Увлечение, которое было вдохновлено замками баварских городов и бесчисленными старинными зданиями, которые все еще были усеяны в Южной Германии. Спустя время после того, как он начал проявлять живой интерес к историческим памятным вещам своего отца, Гепхард сделал все возможное, чтобы поощрить увлечение своего сына. Он стал любопытным, но тихим и лишенным воображения ребенком, о чем свидетельствуют фрагменты сохранившегося дневника, который он начал вести в 1910 году. Гиммлер с раннего возраста был должным образом организован и привередлив, в то время как Генрих рос, его родная страна десятилетиями дрейфовала к войне. Континент становился все более и более нестабильным в ее политике. После рождения самого Генриха в 1900 году возникли два крупных союза, один из которых состоял из Британии, Франции и России, а другой из Германии и Австро-Венгерской империи. Националистическая напряженность в таких регионах, как Балканы, и колониальное соперничество в борьбе за контроль Африки. Региональный кризис на Балканах перерос в полномасштабную Европейскую войну летом 1914 году. После начала Первой мировой войны Гиммлер начал писать о событиях и сражениях, о которых он читал в местной прессе, а также письма, полученные от его крестного отца, который вступил в немецкую армию в 1901 году в звании лейтенанта и вскоре после начала войны был тяжело ранен в бою. Когда Гиммлер начал готовиться к зачислению в ряды немецкой армии, он регулярно занимался физическими упражнениями, поднимая тяжести, чтобы набрать мышечную массу. Генрих больше всего интересовался в детские годы немецкой историей и фольклором, поэтому неудивительно, что в его дневнике были различные записи, в которых он постоянно заявлял, как сильно хотел бы присоединиться к немецкой армии и сражаться на войне, несмотря на то, что он все еще был подростком. Гиммлер был призван на обучение в 1917 году в Регенсбург, родной город его матери, в 11-й Баварский пехотный полк. Однако в следующем году он продолжил свою армейскую подготовку сначала в качестве пулеметчика, а затем в качестве офицера. Записи того времени ясно показывают, что Генрих так и не закончил армейскую подготовку до окончания боевых действий, поскольку он был демобилизирован в декабре 1918 году. Не закончил курс подготовки офицеров, когда война закончилась месяцем раньше. Германия оказалась без достаточных ресурсов для поддержания своей экономики, а Великобритания и Франция помогли вступлению Соединенных Штатов в войну на их стороне в 1917 году. С падением правительства в Германии страна капитулировала в начале ноября 1918 года. После Первой мировой войны немецкая армия сильно сократилась. Согласно Версальскому договору, мирному соглашению, подписанному между Германией с одной стороны и державами-победительницами Великобританией, Францией и Соединенными Штатами с другой, экономика страны также была подорвана в результате войны.
А это означало, что молодой Гиммлер был вынужден после войны искать гражданскую профессию. В краткосрочной перспективе это привело к тому, что Генрих получил работу на птицефабрике в качестве ученика недалеко от города Ингольштадт. Однако во время работы там он начал чувствовать себя плохо, и вскоре у него был диагностирован паротит, вызванный отравлением сальмонеллой. Он был освобожден от сельскохозяйственных работ по крайней мере на год. Однако в это время он очевидно хотел сделать карьеру в сельском хозяйстве. И в октябре 1919 году он поступил на курсы по агрономии, где до 22 года изучал растениеводство и землепользование. В это время он вступил в фехтовальное братство. Во время этого периода своей жизни Гиммлер наслаждался своим статусом студента. Он подумал о том, чтобы вообще покинуть Германию и путешествовать по Европе, хотя он жаждал снова вступить в армию и со своим небольшим кругом друзей часто практиковался в стрельбе. 25 января 1922 года на заседании своего стрелкового клуба Гиммлер случайно встретил человека, изменившего ход его жизни и положил начало цепи событий, которые в конечном итоге сделали его одним из самых печально известных людей в истории человечества. Случайная встреча произошла с капитаном немецкой армии по имени Эрнст Рёмл. Он был одним из немногих офицеров, которые смогли сохранить свое положение в немецкой армии после Первой мировой войны. Гиммлер и Рёмл вскоре нашли точки соприкосновения в своих дискуссиях, поскольку оба были яростно настроены против подъема коммунизма в Восточной Европе. Считается первым веским доказательством того, что Гиммлер стал участвовать в организованной националистической политике после завершения своих сельскохозяйственных исследований в августе 1922 года. К этому времени Гиммлер также осознал растущее влияние базирующейся в Мюнхене национал-социалистической немецкой рабочей партии, или более широко известная как нацистская партия, возглавляемая Адольфом Гитлером, чьи напыщенные речи в мюнхенских пивных вызывали восхищение местных националистов, а также ненависть коммунистов, что приводило к регулярным уличным боям в городе. Поддержка националистических партий росла среди определенных слоев населения в таких регионах, как Бавария. Это было вызвано экономическими неурядицами Германии вследствие репараций, наложенных на страну Версальским договором, вследствие которого французы и бельгийцы оставали за собой право оккупировать промышленный центр Германии, если бы она колебалась в своих платежах. Страну охватила инфляция, безработица многих молодых людей и ветеранов армии среднего возраста привлекли националистические партии, такие как нацисты, с их призывом к возрождению Германии, а также их крайняя ненависть к еврейскому населению страны, где антисемитизм был широко распространен в 1920-х годах. Но отношение нацистов к евреям страны было особо негативным, поскольку они считали, что именно евреи несут ответственность за поражение Германии в войне. Как и многие другие, Гиммлер решил присоединиться к нацистам в 1923 году. Ему было 24 года, и он присоединился к штабу Грегора Штрассера, высокопоставленному члену партии, в качестве помощника. Гиммлер вскоре стал для него незаменимым и был назначен ответственным за проверку различных складов вооружения, которые нацистская партия построила вокруг Баварии, и обеспечение того, чтобы они не были обнаружены региональным правительством. Жесткий личный антисемитизм Гиммлера также становится все более и более очевидным в эти годы. Например, примерно в это же время он начал составлять и публиковать списки местных немецких евреев с целью пристыдить их в регионе, в котором антисемитизм распространялся в эти годы. Вскоре после этого он был назначен заместителем Штрассера в Нижней Баварии, хотя сам Штрассер сомневался в личных способностях Гиммлера. В 1925 году Гиммлер присоединился к малоизвестному подразделению телохранителей в составе национал-социалистической партии. Она называлась Schutzstaffel или СС, что означало «отряд защиты».
Первоначально это было подразделение личной охраны для защиты Гитлера с самых первых дней нацистского движения. Эта организация приняла символ черепа и скрещенных костей в качестве эмблемы, которая ранее использовалась элитными прусскими гусарами в имперской немецкой армии. Впоследствии она была принята на вооружение СС. Гиммлер был одним из первых членов новых военизированных формирований. Он вскоре поднимется, чтобы стать его лидером и превратить ее в одно из самых жестоких институтов в истории человечества – элитные силы полиции и безопасности нацистской Германии. Гиммлер получил повышение в СС в 1926 году, и его обязанности в основном состояли в том, чтобы убеждать представителей баварской общественности подписаться на партийную газету. Ему также было поручено обеспечить рекламу, и именно благодаря этому журналистскому опыту он был продвинут по должности. Став заместителем начальника пропаганды в Баварии, в этой роли он часто работал вместе с другим членом партии Йозефом Геббельсом, который в своем дневнике заявил, что ему нравился Гиммлер, назвал его умным и хорошим парнем. В сентябре 1927 года Гиммлер встретился с Гитлером и рассказал лидеру партии о своей идее превратить малоизвестную СС-организацию в элитное военизированное подразделение нацистской партии. Впоследствии Гиммлер продвинул Гиммлера до заместителя лидера СС до звания оберфюрера СС. Гиммлер начал демонстрацию своих организаторских способностей путем создания отдельных юрисдикций СС по всей Германии. Эта деятельность вскоре дала понять, что Гиммлер был гораздо более способным, чем его начальник СС, которого он вскоре начал затмевать и отодвигать на второй план, в результате чего Гиммлер в 1927 году отправился секционным туром по немецкой столице. Во время одного из этих визитов в Германию он встретил свою будущую жену, 30-летнюю медсестру по имени Маргарет Боден, которая владела домом престарелых в Берлине. Гиммлер, которому в то время было всего 27 лет, установил с ней тесную связь, так как оба были привередливы, трудолюбивы и разделяли антисемитизм. Поэтому всего через несколько месяцев после их первой встречи Маргарет продала свой дом престарелых и купила жилье в деревне недалеко от Мюнхена и вышла замуж за Гиммлера в июне 1928 году. Поскольку Гиммлер к этому моменту все еще получал скромную зарплату, пара пополняла свой доход, держа небольшое хозяйство и продавая продукты. Его жена ухаживала за их небольшим поголовьем скота, поскольку он часто отсутствовал по партийным делам. 1929 год стал одним из самых важных событий в жизни Гиммлера, так как в августе у него с Маргаритой родилась единственная дочь Гудрун. В том же году Гитлер назначил Гиммлера главой СС, чья основная роль по охране высших партийных чиновников давала Гиммлеру прямой доступ к самой верхушке национал-социалистической партии. И было ясно, что видение Гиммлера о преобразовании СС в элитную силу с самого начала получило одобрение Гитлера. Это означало, что теперь он мог приступить к эффективному формированию и расширению этой единицы в то, что он видел как идеальные германские воины, чью верность, расовую чистоту, физическую подготовку и мужество никто не мог превзойти, что позволит нацистам закрепить за собой власть Германии. Вскоре серьезный экономический кризис поразил Америку и Европу после того, как фондовые рынки в Нью-Йорке рухнули. Популярность нацистов резко возросла после краха Уолл-стрит и последовавшей Великой депрессии, когда простые немцы оказались безработными и обедневшими. Гиммлер вскоре стал одним из самых громких политических лидеров Германии наряду с новым главой пропаганды в партии Йозефом Геббельсом. Он пока что оставался в тени, продолжая свою раннюю стратегию тихого накопления власти и расширения власти в СС, численность которой выросла с 300 до 3000 человек всего за 12 месяцев. В начале 1930-х годов это зеркало политического подъема нацистов, которые на выборах в Рейхстаг 1930 года получили 17% голосов в общенациональном масштабе, а затем на следующих выборах
летом стали крупнейшей партией в стране. И в январе 1933 года Гитлер был назначен канцлером Германии. После этого он немедленно попытался заявить о полном контроле над страной и распустить парламент, чтобы в марте можно было провести новые выборы и получить фактически полный контроль над Германией в течение следующих 4 лет. Вся немецкая демократия и политическая оппозиция с помощью СС Гиммлера были подавлены по всей стране. Политические партии были вынуждены закрыться. Лица, которые представляли собой угрозу, были арестованы, помещены либо в тюрьму, либо в новые концлагеря, которые строились нацистами по всей Германии. В 1933 году штат СС увеличился уже до 50 тысяч человек, которые подчинялись строгим правилам приема, таких как проверка их происхождения, физической подготовки и роста, чтобы гарантировать, что только наиболее нордические выглядящие немцы могли быть допущены к элитным силам Гиммлера. И наоборот, те в Третьем рейхе, которые считались нежелательными или были политическими или расовыми врагами нацизма, такие как евреи, цыгане, инвалиды, вскоре начали ощущать все последствия запланированной Гиммлером чистки немецкого населения. Для создания новой расы СС, перед которыми стояла задача поддерживать высокие стандарты, члены СС, которые хотели жениться, должны были составить полное генеалогическое древо, датируемое несколькими поколениями, чтобы доказать, что они имели достаточно чистую немецкую кровь. Только они прошли этот тест, им разрешалось жениться. От них также ожидалось, что они будут иметь много детей, чтобы распространять немецкую расу в сочетании с подстрекательскими мерами, призванными обеспечить чистоту членства в СС. Гиммлер после прихода Гитлера к власти в 1933 году также начал принимать другие меры для сдерживания и даже преследования тех, кого он считал нечистой кровью, всех врагов зарождающегося нацистского государства, кульминацией чего стало создание концентрационных лагерей, которые изначально были предназначены для содержания политических заключенных, но с годами под его руководством они станут центрами одного из самых жестоких геноцидов в истории Европы. Гиммлер с середины 30-х годов монополизировал контроль над полицейскими службами гестапо в Германии, и за верность и эффективность был награжден Гитлером благодарственным письмом. То, что он руководил всеми полицейскими силами Германии за пределами самой Пруссии, означало, что теперь он контролировал непосредственную защиту нацистской элиты, секретные службы и полицию, что фактически сделало Гиммлера вторым самым влиятельным человеком в Германии после Гитлера. В эти же годы нацисты начали проводить свою крайнюю антисемитскую политику в Германии. Это началось с введения так называемых Нюрнбергских законов, которые запрещали браки между евреями и неевреями и лишали евреев немецкого гражданства. Они также запрещали немцам нанимать на работу евреев. Введение этих законов положило начало все более жестокой серии правительственных мер, направленных на преследование немецких евреев, которые в конечном итоге привели к одному из худших периодов массовых убийств в мировой истории. Гиммлер будет играть центральную роль в этих событиях. Тем временем власть Генриха над внутренней частью Третьего рейха Германии достигла еще больших высот в июне 1936 года, когда Гитлер издал указ об объединении всех сил государственной полиции и назначил Гиммлера главой всех полицейских сил Германии, фактически поставил их под эгиду СС, которая в конечном итоге станет одной из самых страшных сил за всю историю. Гитлер готовился к новой войне, которая принесет возмездие за унижение Германии в конце Первой мировой войны. Они будут стремиться вернуть земли, которые они потеряли в 1918 году, а также приобрести обширные новые территории в Восточной Европе, которые будут использоваться в качестве жизненного пространства для заселения немцами. Весной 1935 года была начата масштабная программа перевооружения с недавно сформированными немецкими вооруженными силами с численностью уже более чем 100 тысяч человек. Германия должна была ограничить свои вооруженные силы по условиям Версальского договора 1935 года, но Гитлер
его генералы начали набирать сотни тысяч человек. Первоначально Гитлер и другие высокопоставленные нацистские лидеры, такие как Гиммлер, предполагали подождать до начала 40-х годов, возможно даже 42-й или 43-й год, чтобы начать свою новую войну. Однако по мере того, как шли 30-е годы, они увидели, что Великобритания и Франция не смогли перевооружиться и подготовиться к конфликту. Эти планы были сдвинуты вперед, поэтому с начала 1938 года была начата более интенсивная программа дипломатической агрессии. Австрия была насильственно присоединена к Великой Германии. Гиммлер был глубоко вовлечен, он обеспечил быстрое расширение СС на новые регионы Рейха, а также расширил свой контроль над полицейскими службами в Вене и других городах гитлеровской агрессии. Лондон и Париж дали понять, что любой дальнейший акт агрессии приведет к войне. Именно это и произошло, когда Гитлер приказал вторгнуться в Польшу 1 сентября 1939 года. И уже 2 дня спустя Великобритания и Франция объявила войну Германии. Эта дата стала началом Второй мировой войны. Отряды членов СС двигались в Польшу в первые же недели войны и начали убивать тысячи польских интеллектуалов и политических лидеров, которые были идентифицированы как потенциальные лидеры польского движения сопротивления. Это было только первые действия, предпринятые Гиммлером в последующие годы. Они широко использовались в боевых действиях по всей Центральной и Восточной Европе, совершая чудовищные зверства, куда бы они ни пошли. После немецкого вторжения в Советский Союз в 1941 году СС-отряды были ответственны за некоторые из самых ужасных злодеяний за всю историю, таких как Бабий Яр в Украине. Около 33 тысяч евреев были казнены в течение нескольких дней в конце сентября 1941 года. Все эти действия контролировались и руководились Гиммлером. В ближайшей перспективе цель Германии состояла в том, чтобы завоевать Польшу, а затем переключиться на Западную Европу, чтобы вывести из войны французов и англичан. Все шло очень хорошо для нацистов. Сначала Польша была завоевана в течение нескольких недель в сентябре и октябре 1939 года. Затем, после длительного периода бездействия, Дания и Норвегия были оккупированы весной 1940 года перед массовым вторжением во Францию в начале лета. Это была молниеносно быстрая операция, и в течение 6 недель Париж был оккупирован. Британский экспедиционный корпус был вынужден бежать через Ла-Манш в Великобританию, но Лондон не был побежден. Островное государство в последующие месяцы выстояло после немецкой морской блокады и массовых бомбардировок. В этот момент Гиммлер принял роковое решение оставить Британию в покое и вместо этого повернуть на восток, чтобы вторгнуться к своему идеологическому врагу – Советский Союз. Летом 1941 года он приказал вторгнуться в Россию в ходе крупнейшей военной кампании, когда-либо предпринятой в истории. Миллионы людей хлынули в Россию в ходе так называемой операции «Барбаросса». Война на Востоке поначалу шла очень хорошо для Германии. Снова сотни километров территории были захвачены в первые месяцы войны. Когда немецкая армия приблизилась к Москве и Ленинграду, русские организовали прочную оборону, вследствие чего немцы застопорились за пределами этих городов. Это было впервые, когда немецкая армия была остановлена во время войны. Это стало началом крупного поворота судьбы нацистов в военных действиях, когда немецкие вооруженные силы вошли в Украину, Восточную Польшу, Прибалтику и Россию с лета 1941 года. В дальнейшем действия СС под командованием Гиммлера становились все более жестокими, поскольку они уже видели, как десятки тысяч человек были убиты всего за несколько дней в некоторых регионах, в том числе евреи, цыгане, инвалиды, советских военнопленных и почти любой другой, кто считался неполноценным в расовом отношении или прямым политическим врагом Третьего Рейха. Было убито более 2 миллионов человек, подавляющее большинство из них в Восточной Европе. Из них примерно 1,3 миллиона были восточноевропейскими евреями, включая женщин и детей, которых часто расстреливали в упор.
Однако чистая логистика убийства такого большого количества евреев с использованием этих методов в сочетании с психологическим воздействием на солдат СС, которым часто приходилось расстреливать детей, вскоре побудила Гиммлера превратить истребление евреев в промышленный процесс. Немецкая экспансия в Восточную Европу привела к тому, что в период с 1939 по 1941 годы под немецким правлением оказались миллионы евреев. Нацисты намеревались просто вынудить немецких евреев покинуть страну, отняв у них права как граждан и преследовали их, уничтожая тысячи еврейских предприятий, синагог и домов. Гиммлер и его СС оказались в центре всех этих событий. В августе 1941 года Генрих отправился на восток, в те же части бывшего Советского Союза, которые были оккупированы нацистами после начала операции «Барбаросса». Его пунктом назначения был Минск, где он присутствовал при массовых казнях неизвестного числа евреев. Но когда он наблюдал, как командиры выполняли свою ужасную работу, он был на месте, где трупы падали в заранее подготовленные котлованы. Лидер СС был глубоко потрясен. По словам его начальника штаба Карла Вольфа, который видел, как Гиммлер дрожал, его сразу же вырвало, когда кусок мозга попал ему на лицо. После того, как убийства прекратились, Гиммлер приказал применить менее ужасные средства массовой казни, что привело к проведению экспериментов, в ходе которых евреев загружали в фургоны и эффективно отравляли газом. Однако эти эксперименты по-прежнему считались неэффективными, поэтому в начале 1942 года были составлены планы по добавлению газовых камер к некоторым из существующих концентрационных лагерей, которые были возведены по всей оккупированной нацистами Европе для размещения политических заключенных. 6 лагерей в конечном итоге были определены как те, которые будут действовать как лагеря смерти, куда евреи континента будут отправлены на умерщвление газом. В течение 1942, 1943 и 1944 годов более 4 миллионов евреев были массово убиты в лагерях смерти, управляемых гиммлеровскими СС. Самым печально известным из них был, конечно же, Аушвиц-Биркенау или Освенцим, который Гиммлер приказал расширить в начале 1942 года, добавив газовые камеры и печи. Тела евреев-цыган быстро сжигались в специально построенных поблизости крематориях. По общим оценкам, более 6 миллионов евреев погибли во время Холокоста. Были ли они убиты в лагерях смерти или СС-группами в Восточной Европе, точно неизвестно. Известно то, что СС были центральным звеном в их убийстве. Одержимость чисткой Третьего Рейха расовой нечистоты просто растратили огромное количество ресурсов, которые могли быть использованы для большего эффекта на фронтах боевых действий против Советского Союза, а также западных союзников. Национал-социалистическая ненависть к евреям оказалась одной из нескольких ахиллесовых пят, поскольку были отвлечены сотни тысяч солдат и миллиарды рейхсмарок от военных действий на проекты геноцида, которые ничего не сделали, кроме ослабления нацистского государства в целом. 50 тысяч охранников служили в системе концентрационных лагерей, и сотни тысяч немцев были вовлечены в эту программу массовых убийств, пытавшихся идентифицировать евреев, цыган и других врагов режима, которые скрывались в таких городах, как Париж, Амстердам, Вена, или просто управляли железнодорожной или административной сетью и системой концентрационных лагерей. Все это повлекло за собой массовую бюрократию, которая связала сотни тысяч немцев. Эта рабочая сила была очень нужна в других местах. К 1944 году было очевидно, что попытка Гиммлера обеспечить господство в Европе полностью провалилась после того, как немецкие вооруженные силы остановились возле Москвы и Ленинграда. Русские начали закачивать миллионы людей в боевые действия. Война на Восточном фронте теперь превратилась в войну на истощение. В то время Соединенные Штаты подверглись нападению союзникам Германии и Японской империи. И с конца 1941 года альянс Великобритании, Соединенных Штатов и Советского Союза, а также других союзников, таких как Канада и свободная Франция,
объединились для борьбы с Германией. 1942 год не принес крупного прорыва, но немцы просто теряли слишком много людей против численно превосходящего врага Гитлера. Теперь все усилия возлагались на захват города Сталинград на юго-западе России. Вместе с ним и нефтяных месторождений Кавказа, которые позволяли русским легко удовлетворить свои потребности в нефти. Армия войны Гитлера начала осознавать возможное поражение уже весной 1943 года, когда объединенные силы Италии, Германии и Северной Африки, пытавшиеся захватить Суэцкий канал в Египте, тем самым получить контроль над Ближним Востоком, были отброшены в Тунисе и впоследствии полностью изгнаны из Северной Африки. Западные союзники продолжали эту победу, открыв новый фронт в Италии через вторжение в Сицилию. Тем же летом по этому поводу итальянское фашистское правительство отстранило от власти своего диктатора, союзника Гитлера Бенито Муссолини, и безоговорочно сдалось союзникам. Однако быстрого прекращения войны не было, поскольку Гитлер установил марионеточный режим во главе с Муссолини на севере страны и продолжали сопротивляться движению союзников на севере. Но это в свою очередь отвлекло ресурсы из Восточной Европы, и к концу 1943 года русские начали оттеснять немцев к Польше. Гитлер приказал Гиммлеру содействовать созданию штурмовых отрядов, которые были немногим больше, чем вооруженные гражданские лица и ополченцы в отчаянной надежде сдержать наступление союзных войск. Тем не менее, эти подразделения, хотя и насчитывали почти 500 000 человек, в основном состояли из подростков, а также пенсионеров, которые были вооружены самодельным оружием, и некоторые, несмотря на все свои усилия, не смогли оказать серьезного сопротивления против войск Советского Союза, которые во многих случаях просто смели их. В результате к зиме 1944 года, когда союзники сосредоточились в Восточной Франции и Нидерландах для нападения на Рейнскую область в начале 1945 года, в то время как массивные армии Советского Союза были рассредоточены в Польше и готовились к собственному вторжению в Восточную Германию. Силы Гиммлера увязли под дождем и грязью. В течение нескольких дней он был отстранен от своего командования, что привело к позорному концу его короткой карьеры военачальника. В этот момент можно было бы спросить, почему Гиммлеру было поручено командовать двумя значительными вооруженными силами в это критическое время в попытке замедлить союзников. Продвигаясь к Берлину, ответ кроется в его личных отношениях с Гитлером. С самого начала Гиммлер явно дал понять, что он будет преданно подчиняться и служить Гитлеру. Он считал Гиммлера одним из самых преданных последователей. Гиммлер подвел командование группы армии Висла и как лидер СС резко упал в глазах Гитлера в течение нескольких недель после его отзыва. Петля уже была затянута на шее Третьего Рейха. Гиммлер был один из многих высокопоставленных нацистских чиновников, которые пытались инициировать мирные переговоры через Красный Крест, дислоцированный в нейтральной Швейцарии. Усилия Гиммлера также были сосредоточены на стране, которая оставалась нейтральной на протяжении всей войны. Швеция в последние недели войны, когда русские окружили Берлин и когда Гитлер заперся в своем бункере в центре города и отказался одобрить капитуляцию, Гиммлер вступил в контакт с Николаем Мазуром, шведским представителем Всемирного еврейского конгресса. На этих переговорах он обсудил возможное освобождение десятков тысяч евреев из концентрационных лагерей, которые все еще контролировались СС. Поскольку он замышлял какой-то способ спасти себя в результате этого жеста доброй воли. Он утверждал, что действует в качестве главы правительства Германии, несмотря на то, что Гиммлер был еще жив, и представил письменное подтверждение, которое он хотел направить верховному главнокомандующему союзными войсками в Европе. Предложил Германии сдаться западным союзникам, но его предложения были быстро отвергнуты. Известие о мирном соглашении Гиммлера было передано британской радиовещательной корпорации 28 апреля 1945 года. Узнав, что его верный Генрих предал его и попытался договориться о капитуляции Германии,
Гитлер пришел в ярость и лишил Гиммлера всех должностей и выдал ордер на его арест. В этом не было ничего неуместного, и в последние недели войны Гитлер напал на многих других высокопоставленных нацистов либо за поддержку мирных переговоров, либо за вину падения Третьего Рейха. Его решение сместить Гиммлера со своего поста было одним из его последних крупных решений, и вскоре после этого, 30 апреля 1945 года, нацистский лидер, с которым Гиммлер впервые столкнулся более 20 лет назад в Баварии, покончил с собой в бункере рейхканцелярии в центре Берлина. Назначенный его преемник Йозеф Геббельс, министр пропаганды, последовал его примеру на следующий день, заявил, что немецкая армия и Временное правительство вступили в мирные переговоры. Вторая мировая война в Европе была завершена 8 мая 1945 года. Впредь известная как Победа в Европе и День Победы в последние недели и дни войны огромное количество нацистского руководства бежало из Берлина в Северную Германию. Они сформировали Временное правительство в городе Фрайбург на датской границе. Цель побега здесь заключалась в том, что этот регион был относительно не затронут войной, и они будут захвачены западными союзниками, а не русскими. Гиммлер направился к немецко-датской границе в районе Гамбурга, но он не питал иллюзий, что ему удастся избежать задержания и судебного преследования. Он осознавал, что несет ответственность за Холокост 6 миллионов евреев континента и массовое убийство миллионов цыган, советских военнопленных и других групп населения в Центральной и Восточной Европе. Это были СС, которые он превратил в армию Рейха, управляемая системой концентрационных лагерей. Действительно, к тому времени, когда война подошла к концу, союзники решили, что большинство немцев не будут наказаны за войну, и все члены СС и его офицерский состав были главными целями, как и многие другие члены военизированной организации, которой Гиммлер руководил, ушли в подполье в первые дни мая. Сам он пытался скрыться, маскируясь под обычного немецкого солдата, путешествующего с некоторыми товарищами. Однако его усилия конспирации длились недолго, поскольку союзные войска рассредоточились по всей Германии. Гиммлер и его соратники были задержаны 21 мая 1945 года на мосту возле Бременверде в Нижней Саксонии на контрольно-пропускном пункте полевой полиции, установленных англичанами. Однако его сразу не опознали, и кто был перед ними, стало известно со временем. В течение следующих 2 дней Гиммлера перемещали между несколькими лагерями перед тем, как его доставили в британский лагерь для допросов гражданских лиц недалеко от Лунеберга. 23 мая во время допроса Гиммлер открыто признался, что он был лидером пресловутой СС и будет стоять перед судом на Международном военном трибунале, который планировалось провести в Нюрнберге. После этого признания его перевели в штаб 2-й британской армии в Лунеберге, где врач начал его медицинский осмотр. И когда он попытался заглянуть в рот, то Гиммлер оказал сопротивление и через несколько секунд рухнул на пол. Несмотря на попытки привести его в чувство, Гиммлер умер уже через 15 минут. Позже было установлено, что он прикусил капсулу с цианистым калием, которую лидер СС, вероятно, носил в течение нескольких недель с намерением покончить с собой на случай его задержания. 2 дня спустя Гиммлера похоронили в безымянном месте недалеко от Люнеберга. Его тело было завернуто в армейское одеяло и обмотано камуфляжной сеткой. Местонахождение его захоронения до сих пор остается тайной. Гиммлер превратил небольшую идеологическую армию в Третьем Рейхе, созданную по образцу вокруг арийской расовой идеологии и немецкой народной истории, чудовищное творение, жестокий инструмент нацистского террора, который использовался для полиции Германии с целью искоренить идеологических врагов нацизма. СС убили более 10 миллионов человек во время Второй мировой войны через систему концентрационных лагерей, превратив ее в машину смерти, и Гиммлер был ответственным за все ее преступления.